Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я хочу показать вам, как при помощи крючка, пряжи и вот такой заготовленной резинки можно связать красивую резинку для волос. Итак, приступим. Нам понадобится пряжа. У меня будет ромашка санкт-петербургская, 100% хлопок. У меня будет цвет белый и розовый. Заготовка любая, резиночка эластичная и, конечно же, крючок по размеру. Приступим. Нам нужно обвязать резинку. Обвязываем резинку. Первую петелечку я делаю двойной ниткой, чтобы нам зафиксировать. Затягиваю немножко и дальше по кругу обвязываю резинку. Нам нужно обвязать резинку, чтобы количество петель у нас было кратное 3. Обвязываем. Вот я обвязала резиночку, обвязала 60 петелечек у меня получилось. Так вот резиночку растягиваем, и мы сразу понимаем, достаточно нам петелечек или нет. Я думаю, достаточно. Резиночка у меня белая, пряжа белая, плотно, так вот довольно плотно обвязала. Когда мы растягиваем резиночку, у нас петелечки более-менее ровненько распределяются. Так, теперь делаем 3 воздушные петли подъема, 2, 3, и одна петля это поворотная, у нас будет соединение между столбиками. Одну петелечку пропускаем, первую, во вторую вяжем столбик с накидом. Вяжем столбик с накидом, опять 1 воздушная петля, одну петельку пропускаем, в следующую вяжем столбик с накидом. И так до конца круга, да? 1 воздушная петля, одну петельку пропускаем, следующую столбик с накидом. Вот я заканчиваю вязание, у меня осталась 1 петелечка, делаем воздушную петлю и в соединительные столбики подъема в 3-ю петлю ввожу крючок и соединительным столбиком соединяем. Вот я обвязала нашу резиночку, 2-й ряд у нас получился, столбики с накидом и между ними по 1 воздушной петле. Вяжем 3-й ряд. Соединительным столбиком мы должны переместиться на 1 петелечку, то есть в середину между столбиками. Соединительным столбиком просто сюда вот перемещаемся. И делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вводим крючок в арочку между столбиками. И столбиком без накида соединяем. Вот такая арочка у нас получилась. Делаем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арочку между столбиками, столбиком без накида, соединяем. То есть вот такие вот арочки нужно проделать по кругу. Вяжем.
я провязала третий ряд такими арочками из 5 воздушных петель. Теперь нам нужно соединительными столбиками на 2 сделать соединительных столбика, чтобы подняться вот в это место. То есть вот сюда мы будем крючок, делаем такой соединительный столбик, и они немножко нас продвигает в вязании. И в следующую петелечку тоже, чтобы так вот как бы на начало, почти в серединку арочки, да? Так, делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И следующий ряд будет состоять у нас, то есть в каждую арку мы должны провязать по 5 столбиков с накидом. В первую арку вот эти петли подъема уже считаются как столбик с накидом, поэтому мы сюда вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 4 столбика. Ну, будет считаться у нас как 5. 5 столбиков с накидом. Теперь 2 воздушные петли. 2 воздушные петли и столбик без накида в следующую арочку. Столбик без накида. 2 воздушные петли. В следующую арочку вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков с накидом. То есть вот такой вот элемент. 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, столбик без накида, опять 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. В следующую арочку столбик без накида. Опять 2 воздушные петли и 5 столбиков с накидом. И так продолжаем по кругу. Вот я провязала по кругу 4-й ряд. У меня заканчивается вязание, поэтому последнюю петелечку я провяжу другим цветом нить, потому что хочу последний ряд провязать розовым цветом. Ввожу сразу ее, чтобы у нас переход был красивый. Так, делаем одну воздушную петлю подъема, я делаю это двойной нитью. Теперь нам нужно сделать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И в каждый столбик предыдущего ряда мы должны провязать столбик без накида. Столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Опять столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида. Вот в каждую столбик с накидом предыдущего ряда мы провязали 3 воздушные петли, такие арочки, и столбик без накида. Теперь сделаем 2 воздушные петли и 1 столбик без накида и опять 2 воздушные петли.
Раз, два, то есть как в предыдущем ряду. Столбик без накида, опять раз, два. Сюда вяжем столбик без накида. И дальше у нас пошли по 3 воздушные петли. Раз, два, три. Столбик без накида в каждом. И повторяем по кругу. Вот так выглядит у нас завершенная вязаная резиночка. Сейчас мы обрежем края и заправим все ниточки. Вот все ниточки я заправила, их не видно, не видно их практически. Да, если только знаешь, где вязал, то, конечно, можно рассмотреть. Теперь, чтобы наша резиночка выглядела, так сказать, презентабельно, я ее с изнаночной стороны сейчас каждый веерочек проглажу утюгом. Устанавливаем утюг в режим пара и с изнаночной стороны каждый зубчик, каждый веерочек я проглаживаю так вот, чтобы все у нас было видно. Все зубчики выделялись. Вот наша резиночка проглажена. Теперь вот ее края, они такие вот, как будто накрахмаленные, красивые. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам понравилось видео, не забываем ставить пальчики вверх и обязательно подписываемся на мой канал. До новых встреч!